Прямо сейчас на наших глазах разворачивается самая мощная финансовая революция за последние 100 лет. И это не просто слова, это реальный шанс для нашего поколения полностью изменить свою жизнь и разбогатеть. Конечно же, речь идет о криптовалюте. Криптовалюта – это билет в будущее. И этот билет подобен тому, как если бы вы инвестировали в S&P 500 на этапе зарождения в начале 20 века. Ведь все, кто тогда инвестировал в рынок даже пару тысяч долларов, сегодня как минимум миллионер, а как максимум миллиардер, как всем известный Уоррен Баффет. Но криптовалюта – это еще круче, поскольку ее потенциал может быть в разы больше, ведь тот же биткоин вырос на десятки миллионов процентов меньше, чем за 20 лет. И знаете, что самое интересное? Инвестировать в крипту проще, чем кажется, ведь чтобы купить биткоин, вам потребуется несколько минут, в то время как для покупки акций нужен брокер, много документов и разрешений. В крипте достаточно понять основы, и вы уже будете на шаг впереди многих других людей, которые до сих пор думают, что криптовалюта это какие-то там фантики или пирамида. Ведь сейчас в этот рынок инвестируют не только самые большие фонды в мире, как, например, BlackRock, но и государства. С приходом Трампа Америка активно поднимает вопрос создания биткоин-резерва и уже кардинально меняет свой подход к индустрии в целом за счет создания новых криптоподразделений, которые поддерживают развитие этого рынка. Поэтому, если вы не успели зайти в крипту в прошлом году, когда биткоин стоил 40 тысяч, или на локальном дне в 2022 году, не упускайте эту возможность сейчас. Ведь даже если вы не станете миллионером за год, то как минимум вы освоите новое направление, которое можно использовать для инвестирования и получения пассивного дохода в долгосрочной перспективе. Уж тем более после того, что вы узнаете сегодня в ролике. Данное видео является неким порталом в мир крипты, за счет чего вы сможете абсолютно с нуля понять, что такое криптовалюта, как она работает, ну и конечно же, как использовать крипту для заработка. В этом видео я постараюсь поделиться с вами многими вещами, которые я узнал за последние 8 лет. Мы разберем основы криптовалюты, почему это одна из лучших инвестиционных возможностей нашего времени, и я расскажу о ключевых терминах, которые помогут вам разобраться в этой теме. Вы узнаете, как проводить простой, но эффективный анализ рынка, а в конце я покажу различные способы заработка на крипте и дополнительно расскажу, какие тренды и нарративы будут актуальны в этом году. Видео будет полезно как для новичков, так и для более-менее опытных инвесторов, ведь все темы мы удобно разбили на тайм-коды, и каждый сможет найти для себя интересующую тему. Обязательно поддерживайте видео лайком, ведь если вы желаете больше обучающего контента, мы готовы его делать намного чаще, особенно с вашей поддержкой. Но если у вас возникнут любые вопросы, связанные с криптой, оставляйте их в комментариях, ведь я стараюсь отвечать каждому. Ну а вам желаю приятного просмотра, меня зовут Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем! В классическом стиле это видео должно было начаться с того, кто стал основателем направления криптовалюты и когда появились первые разработки, похожие на блокчейн. Но у нас канал не исторический, и если вам интересна данная информация, вы легко сможете ее найти в интернете. Давайте лучше поговорим о действительно важных вещах. И первое, что мы сделаем, это ответим на вопрос, что же такое криптовалюта. По сути, это цифровые деньги или активы, которые создаются с помощью технологии блокчейна. Сейчас объясню подробнее, чтобы было все понятно. Криптовалюта существует только в интернете. Ее жизнь возможна благодаря блокчейну. А что такое блокчейн? Представьте себе огромную записную книжку, где информация записывается в виде блоков. Проще говоря, это огромная история всех транзакций, которые проводятся в той или иной сети. Каждый блок – это страница, и все они связаны между собой в цепочку. Отсюда и название – блокчейн, то есть цепочка блоков. И, например, у биткоина новый блок создается примерно каждые 10 минут. Теперь о главном преимуществе криптовалюты – это децентрализация. Она не контролируется ни государством, ни какой-то одной компанией. Например, такие платежные системы, как Visa или MasterCard, могут блокировать ваши переводы или вовсе отключать пользователей от возможности проведения транзакций. С криптовалютой это невозможно. Возьмем биткоин. Его сеть работает благодаря майнерам. Майнеры — это люди, которые используют специальное оборудование, его еще называют фирмами, чтобы поддерживать работу блокчейна. Вот что круто. Сеть биткоина не привязана к одному серверу. Данные распределены по миллионам устройств по всему миру. Эти устройства обмениваются информацией и создают ту самую цепочку блоков, которая обеспечивает стабильность и безопасность системы. Именно благодаря этому биткоин считается надежным, анонимным и безопасным активом. Ведь для создания кошелька в сети биткоина вам не нужны документы, а только доступ в интернет. Теперь давайте сравним с традиционными активами. К примеру, фиатные деньги. Те же рубли, гривны, доллары, евро, они имеют ограничения, ведь их нельзя использовать везде. Недвижимость привязана к месту, ее не перевезешь, а золото можно перемещать, но сделки с ним очень дорогие и совершенно неудобные.
А про акции и многие другие ценные бумаги я вообще молчу. А что же биткоин? Достаточно вашего телефона и пару кликов, чтобы отправить его в любую точку мира за считанные минуты. Кстати, сегодня на рынке существует более 30 миллионов монет, и о том, какие из них стоит покупать, чтобы зарабатывать, мы разберем немного позже. Но поскольку далее мы будем разбирать, какие монеты лучше покупать, самое подходящее время подписаться на наш Telegram, который выступает лучшим помощником для всех криптоинвесторов и трейдеров. Ведь там ежедневно публикуются свежие новости, различные отчеты, разборы перспективных монет и много всего другого. Поэтому, начиная свой путь в крипте, вам однозначно необходимо знать, где получать такую ценную информацию. Как же используют криптовалюту в нашем мире? Многие думают, что крипта нужна только для скамеров, но на самом деле в сравнении с тем же банком это один из самых прозрачных инструментов для транзакций. Ведь все эти транзакции можно спокойно следить благодаря блокчейну. Первый способ использования крипты – это инвестирование или как средство сбережения. Например, в недавнем отчете самый большой фонд в мире BlackRock, который контролирует активы на сумму более 10 триллионов долларов, рекомендует минимум 3% от портфеля выделять для покупки биткоина. Хотя ранее глава BlackRock негативно относился к биткоину. Второй вариант применения – это децентрализованные финансы. Простыми словами, это проекты на базе блокчейна, которые предоставляют различные функции, начиная от получения прибыли от стейкинга, это как депозит в банке, заканчивая возможностью создания своего блокчейн-проекта. Для примера такими сетями являются Ethereum, Solana, BNB и многие другие. Третьим немаловажным инструментом выступают стейблкоины. По факту это те же монеты на блокчейне, только их стоимость привязана к какому-то активу, чаще всего доллару. Наглядный пример USDT и USDC, который всегда стоит ровно $1, несмотря ни на что. И как раз таки именно стейблкоины являются ключевым звеном в инвестировании, ведь для покупки монет сперва необходимо перевести фиат в стейблкоины, а уже за них покупать биткоин и другие токены. Но об этом позже. Ну и четвертый способ применения включает в себя все остальное, ведь с помощью крипты можно создавать игры, NFT, токенизировать реальные активы, создавать платежные системы, базы CRM и еще много всего другого. Но поскольку я не являюсь программистом или разработчиком, на этом канале мы рассматриваем крипту сугубо с точки зрения инвестирования и заработка, и поэтому теперь, понимая, что такое крипта и как она работает, давайте разберем, что необходимо иметь для ее покупки, торговли и само собой хранения. Начнем с последнего. Функцию хранения криптовалюты выполняют кошельки. Это те самые аккаунты в блокчейне, о которых мы говорили ранее. Кошельки также бывают разные, и на сегодняшний день есть два основных вида, а именно горячие и холодные. Горячими выступают различные приложения на телефон или ПК. Принцип их работы максимально простой, и они очень похожи на приложение вашего банка, которым вы пользуетесь каждый день. Самым популярным горячим кошельком, которым пользуюсь лично я, выступает Trust Wallet. Он поддерживает огромное количество монет, различные сети, и при этом он достаточно безопасный. Кстати, безопасность играет важную роль, ведь главный минус всех горячих кошельков в том, что они могут подвергаться взломам. Из последних громких взломов стал Atomic Wallet в 2023 году, ущерб которого превысил $100 миллионов. Ведь горячие кошельки не на 100% принадлежат вам, поскольку ключи доступа хранятся на сервере у разработчика, поэтому выбирайте их очень внимательно. Но Trust Wallet или, например, MetaMask самые надежные, удобные и популярные. Они создаются буквально за пару минут, ведь для этого нужно просто скачать приложение, выбрать создать новый кошелек, самое главное записать сид-фразу, которая является своего рода паролем для восстановления, и все, кошелек готов. На сид-фразу не просто так сделать такой акцент, ведь если вы ее потеряете, то вы не сможете получить доступ к своему кошельку, и восстановить пароль, как, например, для электронной почты, у вас не получится, так что на это обращайте особое внимание. А вот более надежные, но менее удобные, это холодные кошельки. Еще их называют аппаратными. Они чаще всего выглядят как флешки, ведь для того, чтобы с ними работать, их нужно подключать к компьютеру. Самым популярным представителем, которым я также пользуюсь, является Ledger. По факту это флешка с небольшим экранчиком и кнопкой для управления. Как настраивать Ledger мы разбираться не будем, ведь на эту тему есть очень много видео на YouTube. Кроме Ledger есть и другие холодные кошельки, как, например, Trezor или SafePal. Но лично я рекомендую именно Ledger. Зная, где и как правильно хранить крипту, возникает следующий вопрос: а как же ее покупать? В данном случае есть несколько вариантов, но я вам покажу два самых главных, а именно покупка с помощью обменников и непосредственно покупка на бирже. Давайте кратко про обменники. На сегодняшний день их развелось очень много, и проблема в том, что некоторые из них мошеннические, и они просто обманывают своих клиентов. Для того, чтобы не попадаться на такие обменники, я рекомендую использовать сервис BestChange. Это очень старый сайт, где собраны только проверенные обменники, и дополнительно они имеют рейтинг. Плюс обменников в том, что вам не нужно проходить регистрацию, и покупку можно провести с помощью банковской карты. Для этого достаточно в поле «Отдаете» выбрать карту вашего банка, а в разделе «Получаете» выбрать монету, которая вам необходима, например, биткоин. Далее выбираете обменник
обменник с самым большим рейтингом, переходите на него и указываете, какую сумму вы бы хотели обменять на биткоин. И обращайте внимание, что есть минимальные лимиты. Заполняйте все эти поля и самое главное, внимательно указывайте адрес вашего кошелька. Ведь, как я говорил ранее, лишь одна ошибка может привести к потере ваших денег. Поэтому, покупая на большие суммы, лучше делать тестовые транзакции и несколько раз проверять адрес кошелька. После подтверждения транзакции банка, через некоторое время биткоин будет на вашем кошельке, и дальше вы можете делать с ним все что угодно. Плюс обменников нет регистрации и можно использовать просто карту. Но есть и минусы. Это довольно большие комиссии. Именно поэтому, чтобы полноценно покупать различные токены, которых нет на обменниках, и максимально удобно ими торговать, для этого обязательно нужна криптобиржа. Как и кошельков, на сегодняшний день существует огромное количество криптобирж. Самой известной крупной в мире, конечно же, является Binance, но с последними изменениями в правилах многие биржи поддерживают регистрацию пользователей не из всех регионов. Таким образом, самым оптимальным и, пожалуй, лучшим вариантом на данный момент является биржа OKEX, которая, кстати, выступает нашим официальным партнером. Давайте покажу, как на ней можно пройти регистрацию и приступить к торговле, ведь принцип регистрации на всех биржах очень похожий. Переходим на OKEX по ссылке в описании, попадаем в раздел создания аккаунта, выбираем ваш регион и далее нужно указать адрес электронной почты. Чтобы закончить регистрацию, вам нужно проверить свою почту. Там будет код подтверждения. Введите этот код в нужное поле, но имейте в виду, что он действует только 10 минут. И если все прошло успешно, то вы сразу попадете в свой личный кабинет. Но чтобы начать пользоваться всеми продуктами и сервисами OKEX, нужно пройти верификацию. Это обязательный шаг для всех. Вот что вам нужно сделать. Зайдите в раздел аккаунт, затем выбирайте верификация и далее следуйте инструкции на экране. Для верификации нужны будут документы, перечень которых вы получите, и ваша фотография для идентификации. После отправки заявки ее рассматривают в течение суток. Обычно это происходит даже быстрее. Вот и все. Как только верификация будет закончена, вы сразу получаете доступ ко всем возможностям биржи и сможете торговать, покупать и продавать крипту. Как вы, скорее всего, уже поняли, торговля крипто является первым способом заработка на крипторынке. Ведь принцип такого способа очень простой. Покупаем дешевле, продаем дороже и разницу себе в карман. Но перед тем, как начать торговать, вам нужно понять, как вы хотите это делать. Стратегий есть очень много. И вот самое главное. Первая из них — это дневная торговля. Суть в том, что вы покупаете и продаете крипту в течение одного дня, чтобы зарабатывать на небольших изменениях цен. Например, если биткоин поднимется с 95 до 98 тысяч за пару часов, то вы можете продать и зафиксировать прибыль. Второй вариант — это краткосрочная торговля. Здесь вы покупаете крипту и держите ее несколько дней или даже недель. Это хороший вариант, если вы ожидаете рост цен, но не хотите ждать слишком долго. Например, купили эфир, подождали пару недель, пока цена поднимется, и продали. Третий вариант — это скальпинг. Это сверхбыстрая торговля, где вы совершаете множество мелких сделок в рамках одного часа или даже минуты. Таким образом вы зарабатываете на малейших изменениях цен за счет большого количества сделок. Ведь крипторынок очень активный, и в рамках одного часа или даже пару минут цена меняется от 1 до 10%. Но для такого способа, конечно же, нужен опыт. Ну и четвертый, самый простой, но не менее эффективный вариант — это холд. Это стратегия для терпеливых. Вы просто покупаете криптовалюту и держите ее в долгосрок, то есть минимум 1 год или даже более. Ведь, например, те, кто купил биткоин в 2013 году за $100, сейчас получили более 70 тысяч процентов прибыли, хотя прошло всего 12 лет. Самыми распространенными стратегиями выступают краткосрочная торговля и холд, ведь многие инвесторы покупают монеты, ждут пока они вырастут и продают. Торговля внутри дня и скальпинг больше относятся к трейдингу на фьючерсах, но эту тему мы сегодня трогать не будем, а поговорим о ней в будущих видео. Теперь давайте покажу, как легко вы можете купить тот же биткоин на бирже OKEX. После верификации вам необходимо пополнить аккаунт, либо через P2P, либо через криптовалюту. Чтобы внести депозит в USDT, для этого нужно перейти вот сюда и далее найти адрес вашего кошелька и указать сеть TRC20. Далее перейти на обменник, о котором мы говорили ранее, и выбрать банковскую карту, а также USDT, сеть TRC20, после чего указать сумму и внимательно адрес вашего кошелька, после чего внести оплату, и через некоторое время USDT будут на вашем балансе. Теперь, когда у вас есть USDT, вы можете покупать любые монеты. Для этого переходим в раздел торговать, нажимаем спот, и вы сразу попадаете на торговый терминал, где по умолчанию будет биткоин. Чтобы купить его сразу по рыночной цене, выбирайте маркет, указывайте сумму и жмите купить, после чего купленные биткоины отобразятся вот здесь. Также у каждой биржи есть приложение на телефон, так что лучше используйте его, ведь так намного проще и удобней. Как вы видите, купить криптовалюту проще простого, с чем справится абсолютно каждый новичок. Но какие еще есть способы заработка на крипторынке, кроме инвестирования и трейдинга? Конечно же, первое — это стейкинг. Давайте разберем, что такое
такое стейкинг простыми словами? Это как получать проценты на свои сбережения, только вместо денег у вас криптовалюта. Вы как бы блокируете часть своих монет в блокчейне, а взамен получаете еще больше монет. Согласитесь, звучит круто. Вот как это работает. Сперва вам нужно выбрать платформу для стейкинга. Например, вы можете стейкать эфириум через кошелек, биржу или напрямую через сеть Ethereum 2.0. Перед тем, как блокировать монеты, их нужно, конечно же, купить, после чего по истечению определенного срока вы получаете вознаграждение. Главный плюс стейкинга в том, что это пассивный доход. Это как положить деньги на высокодоходный счет, только для крипты. Но есть один момент. Никто не гарантирует, что цена вашей монеты не изменится, пока она заблокирована. Ведь если цена монеты упадет, то вы не сможете ее продать, пока она заблокирована в стейкинге. Сейчас стейкаются почти все монеты, и это можно делать через биржи, так что с этим проблем быть не должно. Также есть депозит. Вы можете заблокировать свои монеты, только уже стейблкоины, на определенное время под процент. Принцип такой же, как и с банком. И такие депозиты можно создавать на биржах. Еще есть пулы ликвидности, когда вы предоставляете свои монеты для поддержания ликвидности того или иного токена, за что также получаете проценты. Такие пулы можно запускать на DEX биржах. Это те биржи, где не нужна верификация, как, например, Uniswap. В прошлом году, да и в принципе сейчас, остаются популярными airdropы за активность. Крипто-стартапы часто используют airdropы, чтобы продвигать свои новые монеты и привлекать больше людей. По сути, это бесплатные токены, которые вы получаете за выполнение простых заданий или определенных условий. Это работает следующим образом. Проект объявляет о раздаче токенов и объясняет, что нужно сделать, чтобы участвовать. Это может быть создание аккаунтов, подписка на соцсети или тестирование их платформы. И иногда условия сложнее, когда нужно держать какую-то монету или создавать пул ликвидности. После выполнения всех условий вы получаете бесплатные токены прямо на свой кошелек. И в прошлом году было много проектов, которые раздали токены участникам. Но есть и нюанс. Не все токены после airdропа растут. И соответственно вы можете выполнять активность и тратить на это время, а по итогу получите монеты, которые ничего не стоят. Поэтому нужно выбирать большие проекты, которые активно обсуждают на рынке. Также, поскольку все хотят купить монеты прямо перед ростом, есть еще такая вещь, как ICO. Это смесь краундфандинга и инвестиций на фондовом рынке, но для новых цифровых платформ или сервисов. Во время ICO компании или криптопроекты продают токены, чтобы собрать деньги. Эти токены являются акциями компании, но если проект будет успешным, то их стоимость может вырасти, и вы сможете их продать и зафиксировать прибыль. Для участия в ICO используют биткоин, эфир и стейблкоины. Вы обмениваете эти монеты на токены проекта. Процесс происходит на блокчейне, что делает все безопасным и прозрачным. Если вы думаете об инвестировании в ICO, то важно понимать, что не все проекты настоящие, ведь есть много скама. Для этого внимательно проверяйте команду проекта, их цели и партнерство. Некоторые ICO принесли большую прибыль, как тот же эфир, но также есть большие риски потерять все ваши деньги, особенно если купить какую-то скам-монету. Как мы разобрали ранее, покупать монеты очень просто, но вот выбирать самые перспективные очень сложно, и для этого необходимо проводить анализ. Есть два основных вида анализа – фундаментальный и технический. Фундаментальный анализ строится по принципу изучения проекта, его разработчиков, партнеров и новостей. На основе данной информации мы можем предположить, будет ли монета расти, если у нее все хорошо, или наоборот падать. Теханализ намного сложнее, и для него нужен не один год обучения, чтобы использовать всевозможные индикаторы, показатели сети, метрику, формирование фигур на графике и еще много всего другого, чтобы определить, куда пойдет цена. Но для новичков самое главное знать линии тренда, поддержки и сопротивления, которые изображены вот так, и благодаря им можно определить, где будет разворот, если цена не может пробить тот или иной уровень, или когда начнется рост, после консолидации возле поддержки. Для теханализа и в целом для изучения цен монет вы можете использовать TradingView, где есть график цены, различные индикаторы и показатели. Кстати, и первым и вторым видом анализа по различным монетам мы регулярно делимся в нашем телеграм-канале, ведь каждый день у нас выходят новости, связанные с криптой, а также различная метрика. Анализ рынка нужно проводить всегда, но какие же монеты покупать в 2025 году, чтобы уже начать свой путь в крипте с профита? На самом деле лучшие монеты на год я разбирал вот в этих наших топах, которые вам обязательно стоит посмотреть. И в данной ситуации лучше разобрать не сами монеты, а прибыльные тренды и крипто-нарративы на 2025 год. Перед вами находится вот такая схема по распределению крипто-нарративов. Самый большой процент приходится на искусственный интеллект. Данное направление действительно набирает большие обороты, но по сравнению с прошлым годом рынок токенов ИИ немного подутих и вряд ли будет такой же хайп, как в прошлом году. Именно поэтому в 2025 году я бы рассмотрел активы реального мира или токены RVA. Этот нарратив основан на токенизации материальных активов, таких как недвижимость,
недвижимость, гособлигации, товары и даже акции с переносом их на блокчейн. При этом открываются двери для более эффективной торговли, больше ликвидности и глобального доступа к рынкам, которые ранее были ограничены. Возможность купить часть собственности на другом континенте или получить доступ к облигациям на развитых рынках всего за пару кликов. Это мощно. В 2025 году история RVA может ознаменовать новую главу в интеграции традиционных финансов и DeFi. Данное направление активно поддерживается Ларри Финком и Трампом, а представителями этой индустрии выступают токены Ondo, Link, Mantra, о которой мы недавно писали в нашем Telegram, AVAX, HBAR и другие. Также куда же без мемов, которые стали неотъемлемой частью рынка. Я не являюсь фанатом мемов, но минимальный процент от портфеля я в них инвестирую. Ведь во время общего роста рынка они фиксируют большие проценты прибыли. Кстати, вот в этом ролике я рассказывал, как правильно собрать портфель и сколько именно процентов должны занимать мемы, чтобы ваш портфель был прибыльным. Также на 2025 год я бы отметил проекты DePine. Они стремятся вывести децентрализацию за пределы цифрового мира, применяя принцип блокчейна физическим инфраструктурам, таким как телекоммуникации, энергетика или сети хранения данных. Вместо крупных корпораций, контролирующих ресурсы, идея заключается в создании сетей, управляемых мелкими участниками, которые получают токены за предоставление услуг. По мере того, как рынок становится более масштабным и требует более надежные решения, 2025 может стать годом, когда направление DePi выйдет за рамки своей ниши и станет трендом. И вот перед вами находятся самые яркие представители этого направления. Так что за всеми этими трендами мы будем внимательно следить на протяжении всего года и обязательно всей информацией делиться с вами. Но, кстати, вы самостоятельно можете отслеживать монеты через CoinMarketCap, где отображается рейтинг токена, его капитализация, общее предложение монет на рынке и много другой важной информации. Более подробно о платформах, которые стоит использовать для инвесторов, мы будем говорить в будущем. Что ж, сегодня я постарался максимально кратко, но в то же время информативно рассказать вам, что такое криптовалюта, и возможно вы даже взглянули на нее совершенно под другим углом, и ваше общее представление изменилось. Понятно, что впихнуть всю информацию в один ролик это нереально, и каждая тема, начиная от кошельков, заканчивая торговлей, особенно торговлей, требует отдельного видео, причем на несколько частей, и мы, конечно же, готовы продолжать их снимать, если вы этого хотите. Перейдите сейчас в комментарии и напишите, что лучше всего разобрать в следующем обучающем видео. Я обязательно прочитаю и отвечу. Также оставляйте все вопросы, которые были непонятны, переходите в наш Telegram, где вы также найдете много полезного контента, жмите колокольчик и подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем видео. Всем желаю удачи, до скорых встреч!